Здравствуйте, друзья! Пропавшая энергетика прошлого. Обработка железа в 19 веке, несмотря на видимую простоту, остается одной из огромного числа неразрешенных в настоящее время загадок. Наиболее распространенным способом конструирования чего-либо из стали в 19 веке было применение соединений на клепках. Их применяли настолько часто, что складывается впечатление, что болтовые соединения были намного сложнее, а сварные даже не изобретали, в них не было необходимости. Применять клепки по своей легкости в 19 веке было примерно то же самое, что и забивать гвозди, например, хотя в случае с клепками в наше время требуется ряд дополнительных условий. Конечно же, чтобы лепить клепки как гвозди, надо уметь с такой же легкостью получать сталь и потом накатать из нее нужный профиль, ну и наделать те же самые клепки. С этим, видимо, в 19 веке тоже не было особых проблем. Но здесь уже, как говорится, другой вопрос и тема для отдельной статьи. Надо отдать должное, не я один обратил внимание на подобный технологический перекос. Очень много исследователей исторических загадок неоднократно обращали внимание своей аудитории на те самые клепанные соединения от 19 века, доставшиеся нам от местами сохранившихся артефактов. Действительно, там есть на что обратить внимание. Все клепки похожи друг на друга как близнецы-братья и имеют почти идеальную симметрию, причем с обоих сторон. На них не просматривается каких-либо штучных дефектов, которые обязательно бывают на клепках от 20 века. И это правило соблюдается даже в местах, в которых данные клепки ставить достаточно трудно из-за сложности деталей. И это вне зависимости от размеров самих клепок, которые на отдельных изделиях имеют вполне значительный размер, и по понятным причинам обычным молотком их так просто не забить. Из стали на клепанных соединениях в 19 веке делали практически все, что можно было таким способом сделать: мосты, корабли, общественные здания, промышленное оборудование и многое другое. Даже вот такой шедевр был тоже сделан на клепках. Как вы думаете, на чем он работал? Дровах, дистопливе или коробочке Тесла, которые Тесла на то время еще не изобрел? Полагаю, ни на одном из этих трех. Это обычный паровой локомобиль 19 века. Что там превращало воду в пар, мы уже не узнаем, но трудно представить мужчину, который сзади, чтобы он подбрасывал дрова и, как в детской песенке, бибикал без конца. На то время это была техника класса люкс, и вряд ли ее владелец позволил себе пачкаться и дышать гарью. Тем не менее, котел этого локомобиля был тоже сделан на клепках. Предвосхищаю мысли сторонников теории ядерных генераторов. Урана или радия там не было. Где клепки и где уран? По одной из мыслей, принцип действия таких локомобилей был схож с аналогичным принципом локомотивов на железных дорогах Швейцарии. Только там все зависело от рельсов и стоящего на них храма, а здесь, скорее всего, для подобной техники и делали те самые железные мостовые, которые местами еще сохранились, например, в Кронштадте. Не исключено, что для таких локомобилей и этого не требовалось. На колесах наблюдается подобие резиновых покрышек. Энергетика прошлого есть загадочная вещь, но вернемся к клепкам. Это обычный понтон, запечатленный в Египте в период 1860-1870 годов. Откуда он там взялся? Возможно, его оставила армия Наполеона после переправы через Нил, а местное население потом приспособило. Но не пропадать же добру. Но нас будет интересовать совсем не это. Взгляните на его исполнение. Это сколько же надо было поставить клепок, причем такого же идеального размера. Ну, допустим, такое изделие еще можно собрать в цехе из двух половинок. И клепки можно забить средствами малой механизации. А как быть здесь? Набить такое количество клепок в полевых условиях в наше время ну совсем нереально. А это всего лишь вновь выстроенный водопровод где-то в США в период 1880-х годов. И как ни странно, сварка стальных деталей в то время уже существовала, но никто не захотел воспользоваться таким ноу-хау. Почему? Капитализм, как известно, всячески стремится сократить любые издержки, в связи с чем постоянно совершенствует технологический процесс. Но здесь, похоже, не тот случай. И действительно, ставить клепки было проще простого. Каким, интересно, образом? Чтобы ответить на этот вопрос, сначала приведем немного официальной теории заклепочных соединений. Заклепочное соединение – неразъемное соединение деталей при помощи заклепок. Обеспечивает высокую стойкость в условиях ударных и вибрационных нагрузок. Известно с древности. На Руси клепанные изделия встречаются при археологических раскопках городищ и датируются IX-X веками.
На современном этапе развития технологии уступает место сварке и склеиванию, обеспечивающим большую производительность и более высокую прочность соединения. Однако по-прежнему находят применение по конструктивным или технологическим соображениям в соединениях, где необходимо исключить изменение структуры металла, корабление конструкции и перегрев расположенных рядом деталей, соединение разнородных, трудносвариваемых и несвариваемых материалов, в соединениях с затруднительным доступом и контролем качества, в случаях, когда необходимо предотвратить распространение усталостной трещины из детали в деталь. В последнее время клепальный пневмомолоток и наковальня поддержка все чаще вытесняется другим оборудованием – пневмоклещами и клепальным прессом. Клепальные прессы с ЧПУ, числовым программным управлением, позволяют с высокой производительностью изготавливать крупные панели для фюзеляжей и крыльев самолетов. Недостатки. Трудоемкость процесса. Необходимо просверлить множество отверстий, установить заклепки, расклепать их. Эти операции выполняются вручную двумя слесарями-сборщиками. До последней четверти 20 века в СССР на авиационные заводы специально нанимались худощавые юноши, способные влезть в узкий отсек, чтобы удерживать там наковальню поддержку. Повышенная материалоемкость соединения. Заклепочный шов ослабляет основную деталь, поэтому она должна быть толще. Нагрузку несут заклепки, поэтому их сечение должно соответствовать нагрузке. Необходимость специальных мер для герметизации. Это очень важно для самолетостроения и ракетной техники, при сборке баков кессонов и пассажирских отсеков. В баках-кессонах, расположенных в крыле самолетов, как правило, держит топливо – авиационный керосин. Резиновый герметик, устойчивый к керосину, должен закрывать все заклепочные швы. Вес его может составлять десятки килограммов. Процесс сопровождается шумом и вибрацией. Это приводит к ряду профессиональных заболеваний у сборщиков и вызывает глухоту. Поэтому везде, где можно, внедряются новые инструменты для клепки. Про историю клепанных соединений, как всегда, почти ничего не сказано. Кстати, никто не задумывался, почему часы в первой половине 20 века в простонародье назывались котлами. Котел по-немецки «кессель». Отсюда и произошло слово «кессон», который тоже в 19 веке делали на клепках. Кессон есть всего лишь бак от того самого котла. В конце 80-х годов 20 века на закате социализма в СССР огромным спросом стали пользоваться электронные часы, которые делали где-то в Юго-Восточной Азии, и назывались они «кессель». Фарцовщики делали на таких часах приличные по тем временам состояния, чем часы заслужили такое название, а точнее привязку своего названия к котлам. Это явно не историческая традиция в отдельно взятой России СССР. Ответ здесь прост. И часы, и котлы когда-то работали сами по одному и тому же принципу. Это к вопросу о локомобилях. И тут та же самая энергетика прошлого. На электронных антикварных аукционах имеется очень много часов без признаков механического подзавода. Там делают их фото со всех сторон, даже изнутри. Но это снова еще одна тема для отдельной истории. Как видим, соединения на клепках обладают массой недостатков по сравнению, например, со сварными соединениями. Тем не менее, паровые котлы в 19 веке по всему миру делали на клепках и не задумывались об этом. В сети имеется много видеороликов о том, как умельцы восстанавливают случайно попавшие к ним старинные паровые машины. И мы снова на них наблюдаем великолепные ряды идеальных клепок, причем в тех местах, где их поставить очень трудно. Как же так? Начинаем углубляться в матчасть. Как ни странно, в архивах свободного доступа имеется очень мало фото от 19 века по построению стальных конструкций на клепках. Хотя фото самих завершенных конструкций имеется от того же периода очень много. И не менее присутствуют фото простых слесарей, ведущих прочую работу. Сам по себе этот факт слегка насторожил, но что-то все-таки нашлось. Это строительство пролетного сооружения в Германии в конце 19 века. Что делает рабочий, а главное, что за волшебная машинка закреплена на противоположной стороне тавра. И на нее, как в колхозных мастерских при электросварке, положили лом для улучшения контакта. Наверное, это и есть та самая наковальня-поддержка, а лом положили случайно. Один случай – это всего лишь случай, смотрим дальше. Это фото какого-то американского цеха по сборке металлоконструкции от конца 19 века. Ничего необычного на нем нет. В качестве поддерживающей наковальни используется другой пневмомолоток, который держит афроамериканец. Клепки в проектное положение забивают раскаленными, что в общем-то понятно. Обратите внимание на диаметр клепки, он на вид составляет около 10 мм. Мощности молотков для деформации такой клепки вполне достаточно.
Это фото из той же страны и того же исторического периода. Сюжет почти аналогичный, разве что работы идут в полевых условиях. Перед забивкой клепку нагревают в какой-то масляной печи, судя по описанию фото. Все бы ничего, но есть одна маленькая деталь. Все клепки уже забиты. Как понимать этот факт? Рабочие специально оставили для фото одну клепку незабитой? Ну, конечно же, нет. Это в чистом виде постановочное фото, а по некоторым признакам даже фотомонтаж. Все клепки на момент фото давно уже были в проектных местах. Кому было надо фабриковать такое фото? Возможно, был госзаказ на подобный фальсификат. Возможно, хозяин моста решил запечатлеть его строительство задним числом. Могут быть и другие причины. Главное, относиться к таким фото надо всегда скептически, как говорят юристы, с обвинительным уклоном. Смотрим дальше. Это фото из одного сборника, касающегося строительства какого-то из небоскребов Нью-Йорка в конце 19 века. Как бы сказал бывший московский мэр, по сюжету рабочие лихо впендюривают клепки в каркас будущего здания, причем держась за воздух на приличной высоте. Они, конечно же, молодцы, но только и здесь все клепки уже забиты, и размер этих клепок вполне приличен для размера их молотка. Как можно забить такие клепки в подобных условиях? Скорее всего, фальсификат мы имеем и здесь, если вообще рабочие не делают этим инструментом что-нибудь другое. Это фото из той же серии. Несмотря на то, что есть ряд незабитых клепок, их размер наводит на мысли. Неужели такими молотками можно забить клепки такого диаметра? Полагаю, нет, специалисты поправьте. Для сравнения приведу фото из 20 века от заводов Круппа в Германии, где давят клепки с аналогичным диаметром. Почувствуйте, как говорится, разницу. Два рабочих с жиденькими молотками заменяют гидравлический домкрат внушительных размеров. Вывод простой. Или все американские фото есть тотальная фабрика грез, или молотки рабочих имеют какой-то секрет. Но в электромеханике чудес не бывает. По размерам молотков можно понять без сомнений, что максимум, на что они способны, мять клепки 10 мм в диаметре и в раскаленном виде. Смотрим дальше. Это строительство какого-то резервуара в США, 1900 год. Объект не похож на павильон, а по рукам рабочего слева можно понять, что это не актер. Тем не менее, он забивает внушительных размеров клепки все тем же легким молотком. А так ли это? Посмотрим увеличенный фрагмент. Все бы ничего, но опять выдает стройный ряд нижних головок клепок, обведены. Они все уже давно стоят на месте, рабочие только позируют для фото. На заднем плане позирует другой рабочий с другим молотком, на котором насажено зубило. Что им там можно делать на такой конструкции? Но размеры их молотков полностью совпадают. И мы снова имеем постановочное фото. Клепки посажены в проектное положение совсем не так, как нам показывают рабочие на фото. А отбойные молотки предназначены совсем для других работ. Запомним это фото, оно нам понадобится чуть позже. И мы снова получаем кучу загадок, одна из которых заключается в том, для чего вообще делали вброс подобных фотографий. Собственно, нетрудно догадаться, там, где ранее была энергетика прошлого, для удаления исторического вакуума ее и заменили подобным фальсификатом. Это касается практически всех областей жизнедеятельности, и удивляться тут нечему. Но может есть что-то, что прольет свет на тайну этих клепок. Это фото стенда какого-то профтехучилища из Германии конца 19 века. На нем виден срез, показывающий структуру металла в клепанных соединениях. Обратите внимание на малый обведенный фрагмент. Это и есть та самая пластическая деформация, из-за которой клепка расширяется и заполняет объем свободного пространства в отверстии. Ничего удивительного, этот процесс описан во всех учебниках по машиностроению. Но теперь взгляните на головки клепок и большой обведенный фрагмент. Почему головки идеально примыкают к поверхности, а по краям клепка не имеет слоистой структуры? Такое можно достичь только одним способом – расплавлением металла клепки и вдавливанием его в отверстие. Картина начинает проясняться, но как удавалось сделать такое местное расплавление? Ну явно не отбойным молотком. Среди множества перебираемых старых фото техпроцесса клепания удалось найти несколько очень странных. Это Франция, 19 век. Здесь тоже рабочий стоит на постановочном фото, так как клепки уже готовы, и причем внушительных размеров. Что можно сделать с ними таким молотком? Разве что слегка подбить. Но интересно то, что рабочий стоит в защитных очках. Он что, решил всерьез отколоть от этой конструкции маленькие кусочки? Или у него совсем не отбойный молоток? Но дальше больше. Это Франция конца 19 века, фото из какой-то верфи.
прошел бы с уверенностью мимо этого фото, если бы не его подпись «Клепальщик за работой». Это клепальщик? Он больше похож на газорезчика, так как такие очки они носят практически все. Очки эти закрытые, чтобы сбоку в них не залетали капли расплавленного металла. Возможно, в Европе очень строго с техникой безопасности, но на других фото никто из рабочих не стремится лишний раз надеть какие-нибудь очки. Но и это еще не все. Что за инструмент держит этот клепальщик? Затрудняюсь его классифицировать даже после трудового стажа на производстве. На вид какая-то труба с ребрами, возможно, защитными. И к этому инструменту ведет какой-то шланг. Но, как оказалось при крупном рассмотрении, не просто шланг. Сейчас этот материал называют металлорукав, но в простонародье его по-прежнему в некоторых местах называют по старинке бронешлангом. Его основная задача – механическая и электрическая защита того, что в нем находится. Как правило, это электрические провода или кабели. Его никогда не делают герметичным, основная задача – гибкость и прочность. Опять же, прочность относительная. Металлорукав можно легко смять или согнуть руками. В условиях производства, когда на него можно случайно наступить ногой, эффекта от его применения ровно 0. Для чего тогда его применяли? Вопрос, однако. Смотрим другое фото из серии того же строительства резервуара. Ничего странного не заметили? Посмотрим увеличенный фрагмент. Здесь видно, что большинство клепок еще не установлено, они стоят только в нижнем ряду. Верхние листы только установили, и рабочие временно раскрепляют их какими-то облегченными клепками. Вот для этих целей как раз и нужны те самые отбойные молотки, бородок и временная подвесная наковальня. Но главное, наш бронешланг тихо и спокойно свесился внизу фото. Самый главный инструмент, к которому он ведет, в кадр не попал. Именно этим инструментом и выполнен нижний ряд клепок. Вверху рабочим этот инструмент на данном этапе был попросту не нужен. И скорее всего фотографы фотографировали в данном случае процесс строительства резервуара не стесняясь. Просто фото, не предназначенные для общественности, были удалены из свободного обращения. И было это уже в 20 веке. Оставили только те фото, которые были удачно выдернуты из контекста и по которым сложно что-то понять. Все продумано, а как же клепки? Нашлось еще одно фото, на этот раз работы клепальщика на каркасе небоскреба в Сан-Франциско в период 1880-1890 годов. Клепки вроде бы тоже все стоят. И шланг снова похож на металлорукав, но здесь можно перепутать из-за качества фото. Но посмотрите на инструмент. Явно просматриваются два электрода по бокам и рабочий орган в центре. Ничего не напоминает? Рабочий слева просто стоит, даже не помогая. Что же это за инструмент? Попытки разыскать хоть что-то похожее результатов практически не дали. Но опять помог старый друг, известный электронный аукцион антиквариата, на котором вещи называют своими именами и в общем не стесняются. Эта вещь называется кнопкой клепальщика и датирована 19 веком. Во избежание путаницы проверил с портновскими принадлежностями. Оказалось, в 19 веке на одежду кнопок не ставили. И даже с подобными портновскими инструментами от 20 века никакого сходства нет совсем. Что это за штука? В английском языке на сайте аукциона этот предмет называется button – кнопка, во французском – bouton, а в русском это просто бутон. Да-да, тот самый цветочный, только лепестков всего 2. Очевидно, в центре этого бутона пристегивалось нечто, от чего отходил бронешланг. При нажимании на это нечто замыкался какой-то контакт, как в кнопке, и наша клепка в центре этого устройства начинала плавиться. От электрических токов, наведенных в ней самой, ясное дело. Это же энергетика прошлого. И далее ее достаточно было придавить усилием обычного человека. А все же, неужели обведенный фрагмент даже сейчас ничего не напоминает? Приехали. Это и есть та самая ваджра, только на сувенирных ее вариантах электродов много, а на слесарных инструментах хватало только 2. Кто сказал, что это оружие богов? Это вполне приземленный инструмент, служивший для локального расплавления металлов. Как оружие его, конечно, тоже можно использовать, но скорее всего это был многофункциональный предмет. И расплавление клепок и металла в принципе было одним из его назначений. Обожествили этот артефакт совсем недавно. Кстати, установка клепок с таким инструментом действительно была не сложнее забивания гвоздей. Сложнее было изготовить ту самую клепку. Предметы на этом фото, несмотря на статус антиквариата, суть обычные сувениры, и дата их появления на свет весьма сомнительна. Настоящие ваджры имели внутри железный сердечник, как, например, на самой большой справа.
что можно разглядеть. И этот сердечник был скорее всего подвижным, ну и у каждой настоящей ваджры должен быть выход на тот самый бронешланг. Его нет нигде. Присоединение ваджр на колокола скорее всего тоже изобретение совсем недавнее. На многих артефактах, продающихся на серьезных аукционах, видно невооруженным глазом, что колокол и ваджра состоят из разных материалов и даже соединены не совсем качественно. Кстати, о колоколах. Определить колокола дохристианского периода достаточно просто. На их ручках почти всегда присутствуют рожицы, как на этом фото, или следы их спиливания. И вместе с тем по оси таких колоколов всегда присутствует обведенный предмет. Что это? На новоделах он уже отсутствует. Данные колокола когда-то имели продолжение вверх, наподобие бронешланга. Как это выглядело, мы уже не узнаем. Сравните этот обведенный предмет с наконечником инструмента у рабочего с французской верфи. Сходство очевидно, только ребер нет. Здесь не плавился металл, энергия просто переходила в другой вид. Энергетика прошлого имеет абсолютно такие же физические свойства. Обратите внимание на колокол сзади, он тоже имеет признаки дохристианского исполнения. Как он висит и, самое главное, как в него звонить? Ответ тут достаточно прост, он стоит на внутренней опоре. И звонить в него на крышу никто никогда не залезал. Ручки вверху колокола, центральный предмет и то, что было под ним, образовывали ту самую кнопку, только действующую снизу. При ее нажатии из помещения колокол начинал издавать чистейший елейный звон. Впрочем, колокола есть тоже отдельная тема для рассказа. Ну и напоследок приложу фото скороварки 19 века, где у нее была та самая кнопка, полагаю, определить несложно. Как вы уже, наверное, поняли, принцип действия инструментов для клепания, паровых котлов, колоколов и даже вадж с пушками был по сути один. Отличалось это только внешними проявлениями выделяющейся энергии. Энергия выделялась в одном небольшом месте за счет подведения трубчатой металлосвязи от внешнего устройства. В случае с клепками эта трубчатая металлосвязь и была тем самым бронешлангом. В случае с котлами это была труба, которую все путают с дымовой, но которую затем превратили в дымовую. Аналогичную конструкцию имели и колокола с пушками, но для их реконструкции нужно время. По этим артефактам историки подчистили архивы очень хорошо. После того, как энергетика прошлого подверглась уничтожению в конце 19 века, теория клепания, как, впрочем, и технология получения искусственного камня, стала заложницей процесса и исчезла. Инструмент для клепания был заменен отбойным молотком, бронешланг обычным шлангом, а то самое внешнее устройство заменили компрессором. Впоследствии изобрели гидравлические домкраты, но большого распространения они не получили из-за громоздкости. А что же все-таки было за внешнее устройство, к которому шел бронешланг в случае с инструментом для клепания? Полагаю, он всем хорошо известен. Это как раз и есть машинный зал выставки, где экспонировалось все имеющееся на тот момент строительное и не только строительное оборудование. И по многим выставкам имеется очень много таких фото. И полагаю, еще одной тайной 19 века стало меньше. Автор статьи Техдансер. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.